Как и обещал, первый урок мы начнем с базовых знаний. Золотое правило портного, я его так называю, оно относится и к золотому правилу утюжечника. Ну, можно объединить две профессии в одном. Что гласит золотое правило? Прежде чем что-то стачать, а это относится любых швов, в нашем примере это средний шов спинки, это может быть шаговый, боковой шов, брюк, к примеру, боковые швы, юбки, это могут быть швы рукавов. Прежде чем что-то стачать, мы должны сделать предварительную оттяжку этого шва, это обязательно. Нарушением является такая ускоренная технология, да, по своему незнанию. Да, я видел, как просто скалывают шов предварительно, даже не сметывает, и сразу под машинку его. И потом идут на утюг, там, разутюживают или заутюживают. Это, друзья, неправильный, абсолютно неправильный алгоритм. Давайте будем на примере спинки рассматривать, как правильно делать. Да? Здесь самое главное выдержать свою последовательность. Я начну делать, рассказывать и объяснять, почему мы это делаем. У нас спинка считается самым длинным швом в верхней одежде, да? И он, по сути, сам по себе сложный. Почему? Потому что тут может и машинка припосадить ткань, здесь может сама строчка дать термоусадку. И вроде бы, когда вы разутюжите или заутюжите шов, все на первый взгляд может казаться вам идеально. Но во время эксплуатации, особенно натуральной ткани, имеет такое свойство набирать на себя влагу. Если у вас, допустим, прошел дождь, повысилась атмосферная влага, все натуральные ткани на себя эту влагу принимают. Да? Соответственно, когда они приняли, они стали тяжелее. Да? И там, где была посадка, там, где была сделана неправильная термообработка, это начинает все вылазить, и швы имеют такую определенную покусанность. Да? Поэтому, чтобы этой покусанности не было, у нас есть правильная последовательность. Я беру помазок, как его сделать, я покажу. Увлажняем наш средний шов. Предварительный осметал, это важно. То есть я всегда все швы сметываю. Это не признак непрофессионализма, это наоборот признак профессионализма. И делаем оттяжку. Вы должны запомнить, что оттяжка делается всегда сверху вниз тяжелым утюгом, не парогенератором. Обзор утюгов у нас будет потом впереди. Еще раз повторюсь, все оттяжки делаются сверху вниз. Нам нужно делать оттяжку примерно вот посередине линии талии. Я разогрел немножко и, обратите внимание, беру ткань и подтягиваю ее. Без фанатизма. Подтягиваю, слегка закручиваю. Как правильно сделать ВТО спинки, мы будем рассматривать в будущих уроках, пока просто рассматриваем золотое правило портного. Все, я оттяжечку сделал. Легкую оттяжку для того, чтобы у меня сформировалась вот эта вот слабина. Видите, она вот здесь формируется. И сейчас я иду на машину швейную и уже стачиваю. Что здесь произойдет? У меня произойдет уработка машинной строчки уже на вытянутый шов. Это очень важно, на вытянутый шов. Потому что если вы не вытянули и уже дали строчку, то у вас уже строчка сядет на невытянутую шов, соответственно, она уже средний шов, он уже уработается, то есть станет меньше и он уже затянется, а мы уже его вытянули. Это первый момент, который вы должны запомнить. Второй момент очень важный: мы не декотируем ткань. Большая ошибка, у нас будет урок про декотировку. Почему мы декотируем? Ну, тут у нас такой комплекс, да, все нужно объяснить в один момент. Почему мы не декотируем? Потому что ткань, производитель уже дает усадку, да, производственную, потому что ткань всегда делается немного шире и больше. Потом происходит термообработка, она уже усаживается. Но
процент усадки все равно оставляет. Оставляет для чего? Для того, чтобы ткань усаживалась как раз вот на машинные швы. Если вы ткань продекатируете, то есть она уже сядет, да, то когда вы будете давать машинные строчки, у вас, когда вы будете потом выполнять правильные операции, у вас машинная строчка будет садиться, по идее должна сесть вместе с тканью. А ткань не сядет, потому что она уже предварительно была усажена. Это очень важно. Сейчас идем на швейную машину, и я прокладываю свою строчку. Я проложил машинную строчку, и хорошо видно, как машинная строчка уже села на вытянутый шов. Это очень важно. Если бы она села не на вытянутый шов, то у вас бы этот шов бы уже предварительно затянуло. А так уже он подсел на оттянутый шов. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас опять начинаем оттягивать наш шов сверху вниз уже на машинную строчку. Увлажняем. Опять сверху вниз делаем небольшую оттяжечку, небольшую совсем. Одновременно, получается, мы приутюживаем и делаем оттяжку. Хотя можно сначала приутюжить, потом делать оттяжку. Но я сразу оттягиваю. Возвращаю мой шов в исходное положение. И видим, что у меня никакой абсолютно посадочки здесь нет. Теперь, после того, как я сделал два правильных действия, я могу теперь либо разутюживать, либо заутюживать. Это уже по необходимости самой технологии. В нашем случае я буду здесь разутюживать. Разутюживаем тоже сверху вниз. Здесь следующее действие. Мы разутюживаем шов. Видите, он идеально выкладывается. И последним заключительным моим действием будет это приутюжка уже шва с лицевой стороны через проутюжку. Все делаем тяжелым утюгом, без парогенератора. Укладываем проутюжечку и отстаиваем наш шов. Вот такой вот алгоритм. Очень простой. Давайте еще раз повторим золотое правило. Первое. Оттяжка. Обязательно оттяжка. Второе. Стачиваем. Третье. Приутюживаем. Четвертое. Оттягиваем. И пятое. Разутюживаем или заутюживаем на усмотрение по технологии. Шов получается идеально ровный.